Раз, два, три. Начали. Приветствую вас, дорогие мои зрители, подписчики, благодарные потомки. В общем, ставьте лайки и пишите комментарии, а то иначе этого никто не увидит. Даже вы это не увидите. А вот если вы это увидели, то ставьте лайк сразу. Вот, смотрите, значит, сегодня 31 октября. Последний день октября, месяца, в котором началась война. Вот хошь не хошь, а подводишь итоги, да? Вот. Ну, что я могу сказать? Вообще, конечно, когда идет война, то время идет чуть-чуть по горизонту выровнять. То время идет совершенно по-другому. Даже очень сложно объяснить, как оно идет, то ли длиннее, то ли короче, то ли более тягучим, но явно по-другому. И многие вещи совершенно иначе оцениваются. Вот. Я хочу сказать, что, конечно, люди, очень многие молчат, и молчат примерно об одном и том же, да? Молчат о том, как вообще это все могло случиться. Но даже если это все считать гигантским проебом, вот, случайностью, хотя какая тут случайность, я имею в виду 7 октября, то, что сейчас происходит, оно, конечно, не... Я, опять же, выражаю не столько свое мнение, сколько многие люди так думают, что и дальше, в общем-то, какая-то беспросветная история. Ну вот, например, я объясню, в чем дело, да? С одной стороны, собирается огромная армия, одна из самых, если не самая оснащенная в мире. Плюс она даже по численности около 500 000 человек, я не знаю, она еще и самых больших в мире сейчас здесь, в Израиле. Потому что люди были шокированы тем, что произошло, бросились защищать свою страну, да? Практически 500 000 армия. Сегодня было объявлено, что началась таки наземная операция, о которой так долго говорили, о которой так долго все говорили. Ну, понятно, что она началась не сегодня, но сегодня она вошла в некую фазу. Ой, блин. Ну, в общем, 23 дня прошло, больше 3 недель. Почему раньше не начали операцию? Ну, наверное, хорошо подготовиться хорошо, да, только с этим спорим. Вот. Наверное, надо было заложников освободить, правда, я не вижу, чтобы их освободили. Ну, вот. Надо было что-то с виноватыми сделать, только я не вижу, что с ними сделали. Потому что, опять же, я сейчас озвучиваю не только свое мнение. Биби, но Нетаньяху я имею в виду, да? Я сегодня прочел, если это правда, это, конечно, пиздец. Он, значит, и у него спросили, а не хочет ли он уйти в отставку. На что он ответил, что он в отставку не пойдет, а он отправит в отставку Хамас. Вот молодец, понимаешь, вот 25 лет он здесь рулил, и он до этого не мог, значит, в отставку отправить Хамас. Должны были быть вот такие жертвы. Ну, в общем, дурак, короче. Понимаешь, вот самые плохие, понимаете, вот самые плохие мысли все-таки подтверждаются, да, что вот эти вот люди, которые идут в такие, как бы, в менеджеры, то, что называется в политике, да, они представляют такой профсоюз тупеньких лузеров, да. Особенно ярко это видно по России, где просто тупые и убогие объявили войну всем людям более-менее развитым и также всему развитому человечеству, да? Объявили конфликт между собой. Но видно, что просто принадлежность к этому профсоюзу, она обязывает быть тупым и очень тупым, цепляться за власть и при этом, естественно, ни хера не делать. Ни хера не делать из каких-то вещей очевидных. Я был бы рад отшибаться, но, к сожалению, за 23 дня никаких подтверждений того, что власть в Израиле эффективная и может эффективно с чем-то, кем-то бороться. Ну, серьезно, на 500 000 армия будет разбираться с какими бы ни были бы грозными террористами в маленькой Газе, но эта армия уже должна решать другие совершенно вопросы. А она только через 3 недели начала решать, и об этом еще. Ну вот так, значит, это я так вернулся, чтобы пояснить. Ну, получается, что партии и правительство дальше демонстрируют импотенцию и невменяемость. Какая-то баба, какая-то дикторша телевизионная, тоже очень близкая к
Нетаньяху, он еще успел сказать, что армия во всем виновата. То есть это не он здесь 25 лет стороной рулил, или я не знаю, там 23, долго. Вот, армия виновата. Это он успел сказать, потом, значит, свои слова забрал обратно. То есть цепляется, ноготочками за это самое, за власть. Какая-то баба, дикторша, приближенная к Нетаньяху тоже, успела выступить, что у Хамаса, наверное, было украинское оружие. Потому что она с таким же успехом могла выступить, что она получила деньги от Путина. Ну, не лично от Путина, а от каких-нибудь путиноидов. Вот, и сейчас отрабатывает. Здесь же все-таки не все такие идиоты. Понятно, что власть это опирается на людей дремучих. Я не хочу сказать, что все люди, которые голосовали за Нетаньяху, дремучие. Но я имею в виду основной костяк. Это, в общем-то, такие же униженные, оскорбленные и, мягко говоря, не сильно продвинутые. Но мракобесы, да? То есть, грубо говоря, если люди живут идеями средневековья, то это средневековье так или иначе приходит. Я был бы рад ошибаться, и возможно, это вот сейчас реализуется некий план, а не просто 23 дня все пинали, вот, и догадались, что за 23 дня можно и нужно таки ликвидировать Хамас. Вот. Из хороших новостей то, что деваться некуда, да, и действительно люди приехали со всего мира, и не последние люди во многом, и молодые, и красивые, и не очень молодые, и не очень красивые, но все равно в большей степени красивые. И понятно, что деваться некуда, и понятно, что зло будет уничтожено. Вопрос, какой ценой? Конечно, хотелось бы, чтобы были поменьше жертвы. И хотелось бы вообще, чтобы я ошибался в своих выводах, что да, сейчас реализуется какая-то тайная операция по изменению всего плохого на все хорошее. Еще добавлю, что сегодня 31 октября, соответственно, Хэллоуин приближается. В Израиле Хэллоуин не очень празднуется, потому что в еврейском календаре другие праздники. Но, тем не менее, все равно осадочек есть. Поэтому я желаю, чтобы Хэллоуин прошел и все-таки добро восторжествовало над силами зла. Победа Израиля, победа в Украине, смерть террористам. Все.